Ровно неделю назад с официальным концертным визитом столицу нашей Родины посетил Мэрилин Мэнсон. Его интервью ньюсблоку MTV было единственным эксклюзивным телеинтервью в России. Сегодня вы узнаете о том, что именно рассказал нам Мэнсон. Но для начала вернемся чуть назад. Началось все с того, что в аэропорту Шереметьево-2 высокого артиста, который, в отличие от многих, приехал к нам не спустя 20 лет, а в самый разгар своей популярности, не встречала ни одна телекамера, за исключением съемочной группы MTV. Дальше больше. Оказалось, что грузовики с аппаратурой звезды застряли где-то на заснеженных просторах России, и на концерт 23 февраля категорически не успевают. В это время сам Мэнсон дает официальную пресс-конференцию и эксклюзивное интервью в программе «Ньюсблок». Добро пожаловать в Россию. Спасибо. Лауреат международных конкурсов и заслуженный мастер трэш-металлического угара, как представила его невероятная Раиса Ивановна с радио «Ультра», выглядел скромным 28-летним молодым человеком, правда, несколько бледноватым. У тебя есть награды? Я имею в виду MTV, Grammy, Brit Awards. И вообще, важны ли они для тебя? Да, у меня есть награды. Но больше всего мне по душе те, которые присуждаются благодаря голосам поклонников, а не решению комитетов, состоящих из разных там людей. Самое главное, чтобы моя музыка нравилась фэнам, потому что именно они поддерживают меня и тратят с таким трудом заработанные деньги на мои альбомы. Что касается критиков, мне все равно, что они думают. Им-то мои альбомы достаются бесплатно. Я думаю, что следующий вопрос тебя уже достал. И все-таки, когда Элис Купер приезжал в Москву, я сказал ему примерно следующее. По-моему, Мэрилин Мэнсон является твоим последователем в этом музыкальном стиле. Он олицетворяет его. На что Элис ответил: думаю, Мэрилин должен мне как-нибудь позвонить. Так вы познакомились или нет? Нет. Но ты хотел бы с ним встретиться? И да, и нет. Он сильно изменился. Я был большим поклонником его музыки. Но теперь он стал другим. С сожалением оглядывается на то, что было раньше. А я не люблю встречаться с людьми, чье творчество так меняется, и кто мне нравился много лет назад. Очень часто бывает так, что сами эти люди разочаровывают. С Оззи Осборном я встречался. Ну и как? Да, тот еще персонаж. Выбранный стиль общения с Брайаном Уорнером, не как с ортодоксальной звездой, а как с профессиональным артистом, полностью себя оправдал. На мертвенно-бледном лице нет-нет, да и мелькали человеческие проблески, а в единственном нормальном глазу читались вполне земные эмоции. В некоторые особо пикантные моменты разговора Мэнсон даже смущался. А теперь личный вопрос. Все знают о том, что у тебя был роман с Роуз МакГоуэн. А с кем ты теперь? Скажем так, пытаюсь разобраться в своих чувствах. Понятно. Если не возражаешь, вопрос о спорте. Чем ты занимаешься? Может быть, тебе нравится экстремальный спорт? Или тебе спорт вообще не нужен? Зарядку хотя бы делаешь? Мои выступления дают телу достаточную нагрузку, не говоря уже о долгих гастролях. В детстве я играл в футбол, но, к сожалению, всегда сидел на скамейке запасных, так как был очень маленького роста. С тех пор я спортом не особенно увлекаюсь. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Хожу в кино, пью абсент, рисую. Какие твои любимые клипы? Я имею в виду и твои, и других исполнителей. Ты хочешь, чтобы я назвал их? Ну да. Так, надо подумать. Не могу сказать, что их много. Мой любимый клип с альбома Hollywood, Disposable Teens. С прошлого альбома The Dope Show. Что касается клипов других исполнителей, мне очень понравился клип «Uncle» с песней, где поет Том Йорк. Там человека постоянно сбивает машина. Отлично. Думаю, я не первым скажу тебе, что ты очень стильный. Вероятно, у тебя много знакомых в мире высокой моды. Кто твой любимый модельер?
Я стремлюсь искать не очень известных модельеров. Сейчас всеми моими сценическими и ежедневными костюмами занимается Дебора. У нее своя небольшая компания Taint в Лос-Анджелесе. Это практически неизвестный дизайнер. Возможно, теперь она станет более популярной. Ты всегда у нее одеваешься? Да. Многие просили меня задать тебе этот вопрос. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «rock is dead»? Рок мертв. Это скорее ирония и пародия. Песня вобрала в себя элементы многих известных рок-композиций. Легко угадываются рифы и ритмы песен Игги Попа, Элиса Купера и даже Kiss. Безусловно, это своего рода ирония. И последний вопрос. Твое любимое место в Библии? Начало и конец. Очень хорошо. В этих частях, в принципе, говорится об одном и том же. Адам и Бог очень похожи на Христа. Если читать Писание именно с этой точки зрения, то можно прийти к следующему выводу. Неважно, сколь многому человек научился, все равно он приходит лишь к саморазрушению. Итак, Мэнсон не разочаровал ни на сцене, ни вне ее. Весь апокалипсис и сумасшедший дом, который происходит на его шоу и в его клипах, артист делает абсолютно сознательно, ничуть не стесняясь быть особенным.